Здравствуйте, друзья! Сегодня будем делать релаксацию по Джейкобсону. Нам необходимо снизить мышечное напряжение. Этого можно добиться только систематическими упражнениями. Для этого нам необходимо создать максимальное, но короткое напряжение в определенных анатомических областях, после чего мышца будет вынуждена расслабиться. Данное упражнение позволяет сформировать некую мышечную память на состояние расслабления и не допустить мышечных блоков и зажимов в будущем. Итак, первое упражнение. Расслабляем кисти рук. Делаем кулачки, пальцы сверху, создаем максимальное напряжение и держим 7 секунд. Пока наши пальцы отдыхают, наша задача запоминать это состояние расслабления. Идем дальше. Наша задача расслабить предплечья. Для этого нам необходимо сделать те же самые кулачки, наклонить их вниз и создать напряжение в предплечьях. Следующий пункт – это плечи и надплечья. Для этого нам необходимо напрячь бицепс и начали. Следующая анатомическая область – это область спины и лопаток. Нам необходимо отвести локти назад, а также опустить их вниз. Поехали! Далее расслабляем лицо. Здесь нам необходимо зажмурить глаза, нахмурить брови, то есть свести их к центру лба. После этого морщим нос, а также уголки губ разводим в стороны с закрытым ртом. Поехали! Следующий шаг – это расслабление шеи. Для того, чтобы шею напрячь, наша задача представить мнимое препятствие и, как будто бы уперевшись в это препятствие лицом, двинуть голову вперед, без движения шеи. Начали. Следующая анатомическая область – это область брюшного пресса. Втяните живот и сделайте его плоским, при этом напрягая брюшной пресс. Задерживаем напряжение на 7 секунд. Следующая анатомическая область – это ягодицы. Сядьте на край стула, так чтобы бедра не касались поверхности стула. И на напряженных ягодицах необходимо покачаться вперед и назад в течение 7 секунд. Следующая анатомическая область – это область промежности. Постарайтесь втянуть живот, напрячь ягодицы и одновременно с этим втянуть промежность. Следующая анатомическая область – это область бедер. Вытягиваем ноги под прямым углом и напрягаем область выше колен. Следующая анатомическая область – это область ниже колена. Чтобы расслабить ее, нам необходимо также вытянуть ноги под прямым углом, но при этом ступни на себя и вовнутрь. Начали. Следующая анатомическая область – это ступни. Нам необходимо согнуть пальцы ног и напрячь ступни. Итак, начали. Вы отлично поработали. Но если напряжение в какой-либо анатомической области сохраняется, вам необходимо точечно и краткосрочно напрячь еще несколько раз эту область тела. Таким образом, вы окончательно снимете мышечный зажим в этой области. Хорошим показателем выполнения данного упражнения является легкость во всем теле, желание откинуться назад или сделать спонтанный глубокий выдох.
Также я рекомендую после этого упражнения делать 3 неспешных глубоких вдоха. Рекомендуется выполнять данное упражнение в течение 5 дней по 5 подходов 5 раз в день. Именно при таком подходе у вас получится сформировать в себе мышечную память на состояние расслабления. В дальнейшем данную технику можно применять не полностью, а точечно, только на те области, в которых вы чувствуете у себя напряжение. В описании к этому ролику я оставлю тайм-коды, где вы сможете перейти сразу на слайд с описанием упражнений, либо на саму технику и выполнять ее со мной.